Всем огромный привет! И сегодня мы отправимся к замечательному месту в Крыму, поселку Утес, который расположился в городском округе Алушта. Двигаемся по Симферопольскому шоссе. Вы только взгляните, как вам это природное сочетание. Похожая на степь равнина, а поднимаешь глаза к горизонту, и сердце замирает от вида не очень далеких гор. Это я вам показала горный массив Четырдак. В переводе с древнегреческого «стольная столовая гора». Даже отсюда ощущается приличная высота. Кстати, высотный максимум Четырдага – 1527 метров. А вот и Демирджи. Еще один горный массив, часть самого высокого хребта крымских гор Алуштинского региона Крыма. Если вы не владеете крымско-татарским, то название Демирджи – набор звуков. Но в переводе это кузнец. Просто в средневековье горы дымились от вулканической деятельности. Вот греки и прозвали одну из гор Фуна – дымящаяся. Итак, машина быстро мчит по залитому солнцем Симферопольскому шоссе вперед. Я в предвкушении новых впечатлений. И вот небольшая прогулка по пляжу Карасан. Это мое первое знакомство с местом отдыха, о котором я слышала диаметрально противоположные отзывы. Кто-то ругает пляж Карасан за отсутствие песка и плохие подъездные пути, а кто-то от него в восторге. Но я, в принципе, люблю море и пляжи в любом виде, так что давайте-ка хорошенько здесь все рассмотрим. Погода отличная, небольшие облачка не мешают лучам, заливающим светом асфальтированную набережную. А сейчас я пешком подбираюсь к дворцу княгини Гагариной. Весьма знаковая достопримечательность Крыма. Здание стоит на красивейшем мысе Плака в Алуште. Прилегающая территория ландшафтного парка XIX века охраняется государством в лице Министерства экологии и природных ресурсов Республики Крым, как памятник природы и памятник архитектуры. Видите в окружении высоченных туи тополей серую махину с широкой красной крышей. Это он, гигантских размеров дом, построенный в начале 20 века княгиней Анастасией Давидовной Гагариной. Ее супруг, князь Александр Иванович Гагарин и по совместительству генерал-лейтенант, погиб на дуэли. Так что вдова коротала свои дни в этом роскошном особняке одна, попутно наслаждаясь потрясающими красотами вокруг. Кстати, романтическая лав-стори этой семейной пары оказывается легендарна. Познакомились Гагарины весьма интересно. Ему было уже достаточно лет, а ей совсем немного. Пожилого князя и юную грузинку Тасо поженили родители, не спрашивая согласия дочери. Просто ее родовитая семья Арбеляни обнищала и пыталась за счет выгодного брака поправить свое бедственное положение. Разница в возрасте и отсутствие общения не сказались на отношениях. В браке родились сильные чувства, и Гагарины были очень счастливы до трагического дня смерти князя. Чтобы вытащить дочь из годового траура, родители привезли Гагарину в Крым, в родовое имение ее покойного мужа. Вас тоже сейчас посетило острое ощущение мрачноватой готики? Все правильно. Дом построен в стиле модерн с оживляющими его элементами готики и заслуженно считается одним из самых красивых замков Крыма, включая потрясающий ландшафтный парк XIX века. Как вы понимаете, давным-давно в доме нет ни вдовствующей княгини, ни ее родственников. Строение стало достоянием общественности и превращено в санаторий «Утес». Внутрь я попала абсолютно бесплатно, хотя обычно там берут символические 150 рублей. Вы тоже сможете пройти на скрытую забором территорию и прилегающий к дому прекрасный парк с 8 утра до 11 вечера. Итак, мчу дальше, и теперь прогуляемся на мыс Плака. Как я уже сказала, мысу присвоен статус памятника природы. За что? А вот сейчас посмотрим, сама в предвкушении поразительной красоты. Ну что, захватывает дыхание от разузданности моря и гор? Лично у меня – да. И знаете, что прямо захватывает сознание? Удивительная гармония рукотворных творений человека в виде колоритных зданий и великолепие дикой природы. Они словно созданы друг для друга – человеческое и природное.
А Свинцово-стальное море? Сегодня оно спокойное, призывно зазывающее плеском своих небольших волн спуститься поближе и окунуться в свежую воду. Увы, не сегодня. Ограничусь прогулкой по каменистому взгорью, а к самой кромке не спущусь, потому что это займет много времени, а мне еще так много надо успеть посмотреть сегодня. Кстати, некоторые так и делают. Забираются повыше и сразу обозревают столько моря, сколько охватывает взгляд. Фух, ну и красота вокруг. Сил моих нет. Не хочется уходить, но надо. А это парк усадьбы Кучук-Ламбат. Это ровненькая, по сравнению с только что пройденным взгорьем тропинка, так и просит бежать в припрыжку. У меня не хватает глаз рассматривать справа и слева лес и поблескивающее в лучах солнца море. Классно, что деревья вокруг такие огромные. В самый душный день здесь царит прохлада. Гуляй в свое удовольствие, что я и делаю. Прилично утомившись затянувшейся прогулкой, я смогла наконец-то выбраться на пляж Карасан. Вас тоже сводят с ума эти чуть голубоватые сумерки, спускающиеся на синее-пресинее море. Сейчас оно не такое умиротворенное, как вчера, но все равно неописуемо красивое. Жаль, вы не можете вместе со мной вдыхать морской воздух, но поверьте мне на слово, он ужасно вкусный, чуть солоноватый и такой свежий и чистый, что немного кружит голову. Внизу, где видна кромка берега, лежат огромные камни. Удивляюсь, как там можно купаться. Я бы не смогла по таким валунам подступиться к воде. Наверное, по этой причине и соорудили такие длинные площадки для ныряльщиков и тех, кто хочет смотреть на море не с берега. Отмечу еще одну странность. Что-то сегодня малолюдно. Я рассчитывала увидеть толпы людей. К счастью, ошиблась. Пара-тройка редких прохожих не вызывает ощущения столпотворения, и меня это радует. Так что вечерний пляж Карасан у меня точно в фаворитах. Тишина, малолюдно, просторно, куча лавочек, если заноют ноги. С одной стороны, конечно, любопытно, почему эта красота не пользуется спросом. Но с другой, может, просто сегодня день такой. И мало людей – это просто дело случая. Не знаю. Но ощущение умиротворения захватывает сознание, и я падаю в ощущение единения с погружающимся в сумерки пляжем. И вот на следующий день, после хорошего отдыха, я решила спуститься к пляжу поселка Утес и стремительно иду вниз по довольно узкой лестнице, вымощенной розовой плиткой. Уж не знаю, натуральный ли это камень, но придумано здорово. Лично мне все это напоминает какие-то узкие дворики Одессы и даже чуть-чуть деревушки Испании. Ух, как хорошо, что калитка не заперта. Мои хорошие предчувствия меня не подвели. Иду, ориентируясь на запах моря. Он тут, конечно же, всюду, но особенно свежий дует со стороны пляжа. К нему и идем. Архитектура, попадающаяся по пути, то удручает своей заброшенностью и ветхостью, то восхищает претензиями на подражание каким-то средневековым дворцам. Попадаются, конечно, и самые банальные дома. Такие строят и на моей родине. Но все равно колорит вокруг чисто морской. Сердцем понимаешь, что ты на настоящем юге. Ну вот, снова крутой спуск по узкой лестнице. Как в колодец времен рыцарей круглого стола погружаюсь. Честное слово. Катакомбы не для болеющих клаустрофобией. Но, как мне сказали, это самый безопасный и быстрый способ подобраться к пляжу. Ну, наконец-то!
Этот волнующий рукотворный лабиринт больших кирпичей и ступенек закончился. Я уже почти у самого моря. Ну, здравствуй снова, величественная стихия Крыма. Первые мои чувства попадают под лаконичное описание одним междометием. Ух! Вид моря справа и ослепительно-голубого неба над головой моментально становятся главными источниками моих самых сильных на сегодня впечатлений. Но уверена, впереди ждут еще более острые эмоции. Расположившиеся внизу люди вовсю получают свои порции кайфа от разогретой солнцем воды. Представляю, как сейчас хорошо сделать заплыв и символично соединиться с плещущейся массой соленой воды. Мельком рассматриваю строения по левую руку. Оказывается, они какие-то странные. Одинаковые балясины балкончиков чем-то напоминают аналогичные элементы на витиеватых 200-летних зданиях в моем городе, которым присвоен статус исторического наследия. Но присутствие пальм сразу возвращает меня из родного города в занятный для меня поселок Утес. Давайте же его рассмотрим с высоты полета чаек. Эпическая картина маслом готова. Узкое обрамление берега, застроенное белыми зданиями, панорама зеленого массива вдали и плещущееся море внизу. Много-много моря. Оно здесь главное, и его призывный шепот я буду еще долго вспоминать дома. Для отдыхающих в деревне Утес рай. Индустрия гостеприимства работает на все 100%, и в этом есть своя аутентичная прелесть. Словом, для умеющих находить прекрасное в мелочах, поселок Утес однозначно понравится. Чисто, светло, относительно малолюдно. Если вы пересытились европейскими и азиатскими курортами, обязательно хоть разок посетите провинциальный Утес для контрастного сравнения ощущений и пополнения личной копилки восторга. А что? Отели здесь навалом, море чистейшее, напитки вкусные. Конечно, на мой критичный взгляд, набережная очень уж узкая. Но ведь я гуляю не в крупном приморском городе, а представьте себе, в Санта-Барбаре. Да-да, так местные ассоциативно прозвали этот пляж. Вам, наверное, интересно, при чем здесь Санта-Барбара. А как вам еще пара смешных названий, придуманных жителями Утеса? Крымская Италия, Шанхай, фавеллы и еврокурятники. Вот что я узнала из интернета. Оказывается, раньше на месте многочисленных гостиниц стояли лодочные гаражи, они же эллинги. С приходом нулевых предприимчивые люди выкупали гаражи и строили невысокие 4-5-этажные здания. Самую первую гостиницу назвали Санта-Барбара. Вот район и прозвали в ее честь. Если хотите хороший курортный сервис, идите к пляжам при гостевых домах. Если нужен местный уровень обслуживания, идеальны так называемые кооперативные пляжи, забетонированные или натуральные галечные. Как я успела заметить, с лежаками и стационарными навесами здесь туго. Но в таком минимализме есть своя прелесть, как вы считаете? Кстати, я недавно узнала, что этот уютный поселок, оказывается, окутан тайнами древней Тавриды. Поговаривают, что в полной штиле при отсутствии людей здесь прямо от моря слышны странные звуки из бесконечно далекого прошлого. Голоса, стоны, вскрики. Не уверена, повезет ли мне их услышать, скорее всего, мистики в этом нет никакой. Звуки вполне могут доноситься с многочисленных диких пляжей и искажаться махиной морской воды. Ой, мне сейчас вспомнился один мной где-то прочитанный момент. Почти 100 лет назад, в 1927 году, поселок сотрясало сильнейшее крымское землетрясение. К счастью, почти все достопримечательности, включая вчерашнюю усадьбу Гагариных, выстояли. Кажется, я уже под завязку налюбовалась прекрасными видами Утеса со всех его доступных мне ракурсов. С берега и с воздуха. Но хочется еще и еще. Летняя Санта-Барбара никак не хочет отпускать из своих цепких объятий. Пора возвращаться назад. Вздыхая, иду все дальше и дальше от водной глади обратно вглубь поселка.
Знакомая дорога, поворот налево, а вот и узенькая лестница. Теперь предстоит одолеть ее в противоположном порядке, снизу вверх. Головокружения от крутизны больше нет. Оно сменилось тяжестью, свойственной подъему пешком в гору. До свидания, милейший пляж Санта-Барбара. До новых встреч! Они обязательно будут, обещаю. Если вам понравилось наше видео, то ставьте лайки, оставляйте комментарии и подписывайтесь на наш канал.